Всем огромный привет, меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Буду записывать свой недельный влог, но он у меня будет, нестандартный, как я записываю, там кубики кидать не буду, и объясню почему. Сейчас же идет у меня неделя, радужная неделя, и я каждый раз беру каждую неделю по 2 новых процесса, да, и стартую по цветам радуги. Видео данные я гружу именно на Рутубе. А потом итоговое видео буду выгружать и на Рутубе, и на YouTube. Кому интересно, пожалуйста, проходите на Рутуб, да, смотрите именно по цветам. Но я, в принципе, в своих влоговых видео всю радугу показываю. Значит, что я хочу сделать? Сегодня у нас 31 марта, вторник. Записываю вечером это видео. И получается, что следующий отчет я буду выгружать во вторник, потому что я уже хочу как-то в колею встать. И до вторника у меня получается 6 дней. И хочу записать процессы, показать вам, да, поставить маркерочки. Я возьму 6 процессов и буду их двигать каждый день. Получается, что в один процесс один день. И посмотрим, все-таки свободного времени в каждом дне у меня разное. То есть понедельник у меня сильно загруженный, только вечером могу повязать. Вторник я могу целый день, да, вязать. Главное, чтобы не было никаких выездов у меня с дома. В среду полдня, да, свободных. Четверг тоже загруженный день. Пятница, если нет никаких далеких выездов, да, если я никуда не уеду, да, там насчет командировки я говорю, то также я успеваю вязать. Суббота, воскресенье – это мои выходные. Там, конечно же, дней больше для вязания. Понедельник, сами понимаете, сколько успела. Во вторник с утра видео будет снято, и во вторник будет выгружено. Значит, у меня получается 6 дней. И на эти 6 дней я просто тут хочу потом, за кадром запишу здесь свои 6 процессов, которые возьму. Так, а ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5. Да, у меня, в принципе, они здесь поместятся. Блокнотов, девочки, у меня дофига, но мне вот этот вот старенький мой блокнотик, тут у меня все, тут записано, все мои проекты, расчеты, все-все-все. Хочу его как-то добить до конца. Он, кстати, и здесь, с этой стороны идет. Вверх ногами записан. Тут что-то пробные эти были. Такой у меня черновой блокнотик. Но зато тут все у меня написано. Значит, здесь я пропишу свои 6 процессов, которые я возьму в работу. 2 старта будет и 4 плечевых. Я приготовила маркеры, естественно, будем все крепить и все фиксировать. Так, начну, наверное, с этого процесса. Так, я говорила, что буду вязать 2 полочки одновременно. Значит, это у меня первая полочка отвязана. Здесь у меня маркер прикреплен. Так, где тут у меня ниток полно? Вот он. Здесь я маркер прикрепила. Я связала вторую полочку. В последнем видео, когда я подключалась, у меня там было буквально столько провязано. Это считайте, за вечером я провязала. Вяжется что-то так быстро. Это за сегодняшний вечер. Так, что у меня здесь осталось, девочки? Так, листочек, 1, 2, 3, 4, 5 листочков. Здесь у меня 1, 2, 3, 4. Тоже, в принципе, все, по-моему, да? Ну-ка. Сейчас по прибавкам. 1, 2, 3. Все. То есть я вывязала 2 полочки. Они прям одинаковые, прям идентичные. Все одинаково. И сейчас я пересниму эту сторону. Все пересниму на одни спицы и буду вязать от 2 клубков. И давайте я здесь тоже поставлю маркер такой. Давайте другого цвета, чтобы у нас немножко различалось. И все, начинаю вязать 2 полочки одновременно. Так, получится у меня что? Значит, здесь начало ряда. Ага, тоже с этой стороны. То есть мне просто переснять сейчас сюда и начать вязать отсюда, и пошла.
Ну, мне нужно начинать вывязывать уже скос рукава и потом начать вывязывать скос вырез горловины. Вот, для того, чтобы это все было у меня одинаково, потому что вы сами знаете, да, кто-то отвлек, отложила в сторону, забыла, сколько убавила, прибавила, потому что я что-то замечаю за собой, то, что я перестала все это дело записывать. Так, а ну-ка, еще раз гляну. Да, все. Такое ощущение, что как будто бы это выше, а это пониже. Ну, спицы у меня здесь 3,5, и та деталь вязалась на спицах 3,5. Все, девочки, то есть это вот работа, которую я буду брать с собой. Все, буду вязать вместе. Да, нет, одинаково, девчонки, все нормально. Вот, все, это первый, да? Первое будет продвижение. Не знаю, когда возьму, может сегодня, может завтра. Посмотрим. Так, второе, значит, что я хочу подвигать. Это зеленый свитер. Я же говорила, что я буду брать только плечевые. Вот зеленый свитерочек. И здесь мы с вами тоже прикрепим маркерок. Но только он будет у нас на спинке. Какой-нибудь простой. У меня есть хорошие такие маркеры с карабинчиком. Но я что-то тут вот так вот, наверное, тоже карабинчиком раз можно зацепить и на петлю и, ну, пользоваться ими. Но мне что-то их жалко. Я вот только на начало ряда использую такие вот маркерочки. Вот. А в основном вот такими пользуюсь. Вот. То есть отметила. Тоже буду брать в работу. И это у меня получается 2. Да? Вот эту работу. Ее я вяжу из Cotton Gold Tweed. Вот, вывязан практически один моток, больше тут. И здесь у меня маркерочек был, я его, вот этот маркерок, здесь и переставлю. Или давайте все-таки, который поярче, который повидней. А то бывает, я смотрю на камеру, не видно. Ну, что делать, девочки, сильно близко тоже снимать неудобно. Тоже я прикрепила маркерок, то есть мне тут задача вывязать одну полочку, ну и начать вязать спинку. Так, второй, так, раз, два, вот это будет третий у нас старт, ой, третий процесс на продвижение. И четвертый процесс на продвижение я хочу взять вот эту футболочку. Туничка, футболка, насколько мне хватит пряжи. Так, это у нас маркер начала ряда. Ну, давайте сейчас прикрепим. Здесь я возьму вот такой вот маркерочек, потому что пряжа очень нежная. И не хочется ее вытягивать сильно. Я всегда прикрепляю маркер на один ряд ниже, чтобы было удобней. Вот. Все, то есть тоже беру в работу. Ну и хочу хотя бы повязать там до подрезов. Ну, насколько хватит, да, времени у меня. Вот. Я же не записывала, в какой день определенно я буду брать какой процесс. Вот когда вот захочется повязать этот именно процесс, в этот день я и возьму его в работу. Так, значит, это у меня 4 процесса, ну и будет 2 старта. Значит, один старт будет вот с такой пряжи. Это Yarnart Flowers. Сейчас у меня идет голубая неделя, и должно быть у меня 2, ну это у меня 2 голубых старта. Вот такая вот будет пряжа. Буду связать с середины. Хочу начать вязать круглую кокетку. Вот нашла я уже какой узор хочу. Вот посмотрим, получится или не получится. Но должно, в принципе, получиться. Хочется что-то такое красивенького. Вот, и хочу повязать с такой пряжей. Буду вывязывать полностью. Настолько, насколько мне хватит. У меня была с такой пряжи связана тоже футболка, немножко удлиненная. Она у меня подрастянулась. Я потом одну секцию полностью как срезала, довязала немножко, да, закрыла край. Вот, и она у меня стала как бы на половину бедра. А сейчас мне почему-то хочется, чтобы было вот прям все у меня закрывало. Прям вот туничка и туничка, чтобы можно было одеть велосипедки, да, такие шортики,
и чтобы все красивенько, как говорится, прикрыть. Потому что летом жарко, летом хочется раздеваться. Я понимаю, что мне уже не 15 лет, чтобы ходить, да, шибко раздетой. Вот. Ну, а в машину сесть в велосипедках и такую длинную туничку, это будет очень даже эстетично смотреться. Вот, поэтому это будет старт для меня. Ну и будет носочный, как без носочков. Вот такую пряжу я возьму в работу. Вот, будем... кстати, здесь я не сказала вам цвет, потому что сейчас начну вязать, все потеряется. Здесь цвет у меня 299. Это, значит, 250 грамм, по-моему, здесь. Нет, да, 250 грамм, 1000 метров. Но буду вязать на троечке. На троечке очень хорошо получается. Главное, спицы тройки найти. Вот, это пряжа Forza Forever, будут носочки. Здесь все соответствует, голубая ниточка есть, значит, пряжа подходит в голубую неделю. Цвет здесь 27-13. Вот, наконец-то, я дошла до этого мотка и уберу этот подарочный маркер к себе в маркерочке. Вот, так что будет пара. Тоже стандартная, на 39, там 39. У меня получается 38, 39, 40. Вот, как-то вот единый размер. Все зависит от полноты ноги, да. Если у тебя нога пополнее, вот, то получается где-то на 38-39. Если ножка поуже, то получается 39-40. Вот, как-то так. Ну все, девочки, вот такие планы у меня на эту неделю. Вдруг такое чудо случится, что у меня что-то свяжется. Вот, конечно же, я тогда возьму в работу какую-нибудь другое изделие, и я вам обязательно его покажу. Все, сейчас пошла вязать. Сегодня немножко повяжу, но сегодня у нас получается вторник. Значит, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну, в принципе, можно взять пол вторника, да, и пол понедельника. Вот тебе будет и 6-й день. Вот, будет и 6 дней, как будто бы я повязала. Так что сегодня я тоже повяжу. Может быть, завтра полдня повяжу. Ну, как бы вот так вот буду перепрыгивать. Завтра обязательно покажу, что я решила продвинуть сегодня. Сегодня у меня еще время есть, где-то около 3 часов до сна. Ну и, конечно же, что-нибудь возьму и обязательно подвину. Все, девчонки, удаляюсь вязать. Всем доброе утро. Так, смотрите, после вчерашнего видео я села вязать и стартанула вот таким изделием. Не обошлось без перевязов. Немножко я сначала набрала петли, и мне не понравилось, что горловина узкая, и прибавила. Я сделала специально широкую горловину. Сейчас вам покажу. Вот, она получается где-то... Ну вот, плечо начинается, и вот тут вот где-то начинается плечо. То есть оно будет такая глубокая горловинка. Вот такой у меня тут такая вот круглая кокетка вывязывается. Здесь вот перетяжка петель была, но я не стала ее затягивать. Так, чуть-чуть визуально сделала, накинула, одно обвитие сделала, не стала делать несколько обвитий. Вот, ну, вроде как получается неплохо. Вот одну секцию вывязала, вот вторая началась секция. Вот, и сегодня утром еще до работы я еще вот 1,5 часа успела повязать, и сейчас вот поеду работать дальше. Ну, завлекла меня эта кокетка, ну, мы с вами договорились, один процесс, один день, и поэтому сегодня после работы я буду уже брать что-либо другое. Еще раз всем привет. Давайте покажу вам, что я вязала вчера вечером. Так, взяла в работу зелененький джемперок для внучки. Как видите, отвязала уже до подрезов, разделила все и пошла вязать тело. Один моточек у меня извязался. Здесь сделала росток. Если так присмотреться, вот это вот, значит, вот здесь вот половинка у меня связана. Вот он. Вот видите, побольше, насколько больше стал. Вписала в росток, сделала как азиатский и вписала его в узор. Здесь вот этот вот узорчик чуть больше, да, вот этот кругляк, а здесь получается чуть меньше. Но, в принципе, оно в глаза не бросается. Я думаю, что вписалось нормально. Вот, вот так вот. Ну, это знаю я, знаете вы, а при носке это не будет видно. Это спинка, и все хорошо. Ну, девчонки, получилось, что довязала моточек, что-то отложила и не стала вязать. Вот сейчас я поеду на работу, вечером приеду, возьму другой процесс в работу и
покажу вам, что у меня получится уже завтра. Так, надо быстренько показать вам, что я вчера вязала. Ой, вот. Вот, девочки, мои продвижения. Вот он, маркерок. Значит, это круглая кокетка для внучки. Вот вязала, ну, буду вязать, то есть вяжу туничку. Так, это спинка у меня. Вот перед. Сделан у меня здесь вывязан азиатский росточек. Как видите, я отделила рукава, и рукава уже провязала. Вот, сейчас буду вывязывать длину. Здесь идет у меня потихоньку, я расширяю из-под каждом 10-м ряду я прибавочку делаю, вот в каждом клинышке. Вот, и здесь сейчас у меня клин идет на 9 петель, и я думаю, что я до, ну, может быть, 13 петель расширю, и все, больше расширять не буду. И буду вязать уже прямым полотном. Как видите, здесь кокетка у меня вся ажурненькая, да, такая. И когда уже пошла я вниз вязать от подрезов, я подумала, что если я буду дырочками вязать, вот такими дырчатым, то как-то будет неудобно, да, носить. Ну и что ребенок, но одеваться же будет как бы на голое пузико тело. Вот, и как бы девочка же все-таки, и чтоб меньше дырочек было на попе. Вот решила вот так вот продолжить. Вывязываю такой же узор, накид 3 вместе накид, просто накиды в следующем ряду провязываю закрытыми. И получается вот такая вот ажурная дорожка. Все, побежала, девочки, работать. Вот, и осталось у меня там 2 процесса подвинуть. Посмотрим, что получится. Может быть, хочется, знаете, один процесс вязать постоянно. Вот, возможно, я свой максимум как бы выполню, да, продвину все свои 6 процессов, которые планировала. Вот, а потом я все-таки завершу то, что хочется мне вязать. И хочется завершить побыстрее. Привет. Ой, хочу записать, чем я занимаюсь, а то я все вам записываю, что я что-то вяжу, что-то делаю. А кроме этого, я же еще чем-то занимаюсь. Вот, а то получается, что видео-то гружу, показываю вам продвижение, да, 2 ряда. А по факту у меня ничего не сделано. Вроде день прошел. Так, чем я занимаюсь? Тут у меня легкий бардачок, вот, на столе. Чем решила заняться? Значит, я готовлюсь к синей неделе. Радуга-то начнется с понедельника следующего. Пока есть как-то вдохновение, хочу там кое-какой процесс начать вязать. Вот. И пока я уборку еще плюс делаю, да, в шкафу, где нитки. Но я это вам не стала записывать, потому что в начале месяца я как бы там все складывала. В начале того года, даже в конце того года. И показывала это видео. И сейчас не считаю целесообразным это опять делать. Значит, у меня вдохновение пошло связать шаль. Хотя его не планировала вязать на синюю неделю. Но решила это сделать. И для того, чтобы начать вязать, достала свои остаточки. Здесь у меня с этой, вот это, по-моему, Ярнард, Ангора какая-то актив. Ярнард, по-моему, это пряжа. Или же, может быть, ализешная. Я не помню, девочки, этикетки нет. Я с нее связала 2 платья для куклы. Вот. Они у меня благополучно ушли. Сейчас мы посмотрим, сколько здесь грамм. Вот, 77, да? Ну, 77 грамм. Естественно, 77 грамм мне на пряжу не хватит. Хотя тут 550 метров. Ой, на пряжу, говорю, господи, на шаль не хватит. Я стала, ну, естественно, я расстроилась. Вот, потом у меня лежал вот такой моток. Смотрю, здесь есть синие секции. И что я решила сделать? Значит, эта пряжа, ну, вот такая этикетка сохранилась. Номер цвета, сейчас, девочки, переверну. 76, да, 76-47. Вот что я делаю. Разматываю, значит, синий цвет и оранжевый цвет по отдельности. И вот этот цвет, он очень хорошо совпадает вот с этим цветом. Конечно же, вот придется вот здесь вот, наверное, маленькая, тут, видите, желтая прокрас. Я его, наверное, ну, вырежу. Потому что тут вообще ничего нет у меня такого. О, кот кричит. Кот кричит, хочет, очень хочет на холодильник. И я вырежу вот этот вот, видите, желтенький, чуть-чуть попал прокрас. Я его вырежу, и я думаю, что будет все нормально. Так что вот, чем я занимаюсь помимо вязания.
здесь вот процесс у меня вот лежит, который я последний раз брала, да. Здесь второй процесс. Ну, такой вот бардак на столе. Но сегодня это все будет у меня убираться, потому что я реально все скинула сюда. И сегодня у меня день творческой такой уборки. Все сделала. У меня получилось, что здесь мы смотрели с вами 77 грамм, да? А здесь у меня получилось 24, по-моему. Вот. 20, ну, 27. Значит, всего у меня получается 104 грамма. Ну, вот, как видите, смотрится вроде гармонично, да? Можно будет начать с этого моточка. Там темный цвет, потом там вроде как заканчивается тоже темным. И потом начать вот этим светленьким. Ну, закончить, я имею в виду. Ну, короче, буду смотреть. Так что вот к синей неделе готовилась. И оранжевого цвета у меня осталось 36 грамм. Ну, это куда-нибудь пойдет. Есть вот такие остаточки, вот они. Я их тоже пока оставлю. Вдруг там на обвязочку какому-нибудь понадобится. Вот. А так, когда использую синий цвет, то я это уже выброшу. Ну, тут грамм, наверное, 18 так осталось. Ничего, оно будет валяться. Но я хочу по моталкам вам сказать. Значит, вот эту моталочку я покупала. Все ее, ну, многие с ней работают. Вот эта штука безбожно вылетает. И тоже на это все жалуются. Эта моталка мне досталась как бы в подарок, да, когда я покупала свою вязальную машинку двухфантурную. Она старенькая, вот тут вот скотчем слепленная. Видите, вот здесь вот все. Но вот эта моталка мне понравилась больше. Вот этот ходунок ходит вот туда-сюда, наматывается, вот как видите, вот каким образом. Вот какая намотка. Вот, а здесь вот такая получается, да, как бы шире квадратик. И эта моталка мне больше понравилась. Если у вас стоит выбор, да, между этой или этой купить, возьмите эту. По-моему, она чуть-чуть подороже, чем вот эта, но с этой вы во всяком случае не будете мучиться. А то вот это вот начинается наматывание и пошло это. То упало, то еще. Ну, не фиксируется, ну никак. Я сначала думала, у меня брак. Нет. Это у многих так. Все, девчонки, пошла я делать далее уборочку. Вот. А вечером подключусь, покажу, что у меня получилось повязать. Еще раз, девочки, привет. Вот что я сегодня вечером повязала. Убраться успела. И вот сколько провязала. Ну все, как говорится. Ну, сегодня вот такой рабочий день, да, был у меня. Ну, и пряжу помотала, и убраться убралась. Вот, не все время же вязать, правильно? Ну, и то, продвижение тоже хорошее по носочку. Все, пошла я спать. На этом сегодняшний день мой закончен. Всем привет еще раз. Давайте подведу итоги своего недельного вязания. Вот, конечно же, напланировала много, но немного получилось повязать. Свои продвижения некоторые я вам показывала. Рассказывала по последнему процессу, который я брала в работу. Это у меня получается вот джемпер, да, я вяжу. Джемпер, жакет, не знаю, кофту с V-образным вырезом. Вот вяжу 2 полочки. Ставила я маркерок на одну полочку и на другую. И тогда я вам показывала, думала, что я ровно провязала, да, одинаково, можно было уже соединять. Оказывается, нет, на пол мотива я здесь не довязала. Как видите, здесь получается один мотивчик связан, здесь 1,5 мотивчика связано. Вот, поэтому маркеры на разной длине. Ну все, я начала убавлять, значит, линию реглана и начала убавлять сразу же и горловинку. Все, буду вязать эти полочки. Вот что у меня получилось. Буквально, может быть, за вчерашний вечер я повязала. Все, больше я не вязала. И, как я вам говорила, мне что захотелось-то сделать? Во-первых, девочки, я начала записывать выходные мастер-класс. Сейчас вам покажу продвижение по мастер-классу. Вот, ну, было вдохновение, да. Я вот отвязала кокетку, на куколку записываю мастер-класс. И вот сейчас буду переходить на, значит, на вывязывание юбочки. Вот нужно сделать прибавки, и все, я пойду вязать дальше. То есть вот один вечер, считайте, я посвятила вот этому, записи мастер-класса. Вот, и далее хочу показать вам, что у меня есть законченная работа.
тоже захотелось закончить ее, но я до конца, конечно, не привела еще в порядок, то есть надо спрятать кончики, постирать. Но я сделаю это для отчета в желтой неделе. Туничка у меня готова. Не стала я вывязывать длиннее, то есть если это для старшей внучки, она не будет длинную носить. Надо, чтобы чуть-чуть прикрывала попу. И вот эта длина ей будет достаточно. А маленькой внучке я уже сокращу на 2 раппорта кокетку. Вот прям вот просится, прям 2 раппорта, и будет нормально. И свяжу ей тоже аналогичную тунику, но только с другого цвета уже. Вот. Пряжа косит, но благодаря вот этим дорожкам, благодаря всему вот этому, то, что здесь вот ажурчик, это скрывает. Как видите, вот пополам у меня поделено. Здесь я провязала изнаночную петельку одну, для того, чтобы вот половинку, да, выделить. И как видите, вот пополам у меня сложено полотно, и оно вообще не косит. Я надеюсь, что после стирки, после отпаривания, во-первых, пряжа растянется, вот, и все у меня будет хорошо. Мне нравится круглая кокеточка, и практически весь желтый цвет я вывязала, начался вот немножко розовый, но он здесь не теряет, ну, не лишним. Я думаю, что рачьим шагом, крючком, я вот здесь вот тоже вот этой вот ниточкой пройдусь, чтобы было, ну, немножко как бы, ну, одинаково, да, можно так сказать, чтобы смотрелось как законченный вот такой вот вариант. То есть вот такая готовая, девочки, работа. Я этому вот посвятила еще дополнительный день, поэтому свой красный жакет я в работу не брала. Далее у меня связан вот этот носочек. Не знаю, показывала уже, если честно, не помню, показывала его или нет. И начала я вязать вторую пару. Но это я буду распускать, отматывать 4 ряда для того, чтобы сделать носочки одинаковыми. Потому что вот этот вот 4 лишних ряда, они мне все вот эти полосочки, они сдвинутся. Здесь пойдет вот эта полоса на пятку, мне так не хочется. Здесь очень хорошо все легло. Пяточка светленькая, верх светленький, мысочек светленький, как будто так и должно было быть. И я постараюсь сделать такой же аналогичный носочек. Но это уже, я думаю, в следующем влоге мы с вами повяжем. Так, и хочу показать свою круглую кокетку. Я ее тоже продолжала вязать. Так, где у нас с вами маркер-то был? Я вам показывала продвижение за один день, да, а потом я еще вязала. Девочки, маркер пропал. Сняла маркер, что ли я? Вот начало ряда. Ай, господи, что я вам говорю? У нас же был старт, маркер еще, елки-палки. Ну, надо было, кстати, маркер повесить, когда я к вам подключалась. Ну, смотрите, вот уже половина кокетки у меня извязана. Прибавка будет еще один раз, по-моему, через ряд. Все, и потом пойдет... Больше прибавок не будет, закончу кокетку и буду отделять рукава от тела. Вот. Так что здесь тоже было больше провязано. Ну, знаете, я ложу процессы рядом с собой. Вот, когда планирую повязать, беру 1-2 процесса в работу на день. Потому что если один надоедает, я могу переключиться на другой. Но вот как вот здесь вот мне захотелось повязать, довязать, я, то есть, работала полностью только с этим процессом. Ну, то есть, вот я вяжу так, не могу работать именно с одним изделием. Ну и давайте покажу то, что у меня, конечно же, не провязалось. Вот зелененький так и остался на этом уровне. Моточек я просто не достала со шкафа. Вот, но я думаю, что на следующей неделе я возьму этот свитерочек тоже в работу. Вот, девчонки, вот такие продвижения у меня. Вроде все, что запланировано, я повязала, подвигала, кроме моего вот этого красного свитера. Вот тут я маркер прикрепляла. Вот он. Я так его и не взяла в работу. Вот, но повязала другое. Ну ничего, это тоже свяжется. Столько процессов у меня много интересных сейчас. Не было ничего в работе, а сейчас много. Еще у нас будет 2 недели радужные. Это синяя неделя и будет фиолетовая неделя. Там тоже будут
плечевые изделия. То есть мы с вами будем, наверное, до лета вязать одно и то же. Но я надеюсь, что я закончу. И у меня пошло вдохновение именно на вязаные большие изделия. И я уже себе запланировала, и пряжу уже отобрала. После того, как я довяжу какое-либо изделие, закончу, я обязательно начну, ну, новые будут у меня старты. Ну и, конечно же, нужно будет мастер-класс, начала записывать. Мастер-класс я должна на следующей неделе записать и ну, выпустить. То есть тоже, видите, дополнительную себе работу нашла. Все, девчонки, на этом буду свой отчет заканчивать. Всем огромное спасибо за поддержку, что остаетесь со мной на канале, поддерживайте меня, ставите лайки, пишите комментарии. Все, мне это очень-очень приятно, а вам все это сделать несложно. Вот. Я тут вообще с этой стороны ранена, и с этой стороны ранена. Вот что значит брать кота на передержку. Так что, ну ничего, все заживет. Все, всем благ, до следующих подключений.